Полуночное солнце, снежные вершины в облаках, небесно-голубые ледники, изумрудные фьорды, водопады. Горные реки, непроходимая тайга, золотоискатели, дикая природа рядом. Это все Аляска. Наш путь к городу Валдес пролегал через красочный перевал Томпсона, самое снежное место на Аляске. Здесь расположен ледник Вортингтон, самый доступный из всех ледников Аляски. К нему можно прогуляться пешком, съехав ненадолго с дороги. Ледник назван в честь исследователя Аляски, который выжил, будучи унесенным ледниковым потоком. Ландшафт за окном машины неумолимо изменялся. Горы придвинулись вплотную, сжав дорогу в своих объятиях и заслонили неусыпное солнце. Мы въехали в красочное ущелье Кингстон-каньон, по склонам которого струились бурные водопады. Конечно, невозможно пропустить такую природную красоту. Хорстейл водопады падают с высоты 300 футов, это больше 90 метров. Зимой водопады этого ущелья замерзают и напоминают огромные веревочные занавеси. Покорить эти замерзшие струи съезжаются ледолазы со всех уголков мира. Река Лоу, в которую струятся водопады, берет свое начало с ледника Дезертед, пустынного, в горах Чугач и впадает в залив недалеко от города Валдес. Река названа в честь лейтенанта Персиваля Лоу, члена комиссии по исследованию Аляски в далеком 1898 году. И вот, наконец, мы в Валдесе. Мы находимся в Валдесе. Это самый южный, возле самых фьордов, порт в Аляске. И через буквально минуту мы садимся на этот корабль, который называется Стэн Стивенс. И на Стэн Стивенсе мы продолжим наше путешествие. Город Валдес расположен недалеко от истока глубокого фьорда в заливе Принца Уильяма и является самым северным портом Северной Америки, который не замерзает круглый год. Поэтому это один из самых важных портов на Аляске. Он служит как торговый рыболовный порт, а также как грузовой терминал. Здесь также находится конечная точка трансаляскинской трубопроводной системы. Ну и, конечно же, туризм. Путешественников со всех штатов страны привлекают экскурсии по фьордам, где можно вблизи полюбоваться морскими котиками, выдрами и, конечно же, увидеть китов, которые подплывают близко к суше, чтобы найти еду. Изюминкой таких поездок является путешествие к ледникам. Наша теперешняя поездка включала в себя все перечисленные пункты, ну а главным, естественно, стала поездка к леднику Коламбия. Ну что сказать, сразу же с первой минуты нашего плавания перехватывало дыхание от увиденных картин пейзажа. Снежные вершины гор вдалеке, огромное количество водопадов неимоверной красоты, низвергающиеся воды залива, да и сам залив, волны которого изумительного малахитового цвета.
Вскоре на воде стали появляться первые льдины, что говорило о близости ледника. Воздух был пропитан холодом и сыростью, и пуховая куртка не казалась чем-то диким в конце июня. Проплывающие мимо льдины становились все больших размеров и поражали своими красками, от белоснежного до ярко-голубого, а еще встречались полосатые экземпляры. С плавучих осколков ледника на нас с любопытством взирали мохнатые мордашки морских выдр – каланов. Многие из них весело барахтались в ледяной воде. Холод им не страшен. Мех морских выдр уникален. На 1 квадратный сантиметр приходится 45 тысяч волосинок, а специальный секрет – желез хорошо смазывает мех. И это защищает каланов от переохлаждения и намокания, ведь большую часть жизни эти симпатяги проводят в воде. У морских выдр даже нет подкожного жира, как у тюленей или моржей. Все решает шуба. В 17-18 веках морских выдр истребляли из-за их уникального меха, из-за чего этот вид животных оказался под угрозой полного исчезновения. К счастью, уже в наши дни было принято международное соглашение о запрете охоты на морских выдр, и постепенно их популяция в мире увеличивается. И вот показался ледник во всей своей красе и величии. Ледник Коламбия – один из самых быстро тающих ледников в мире, который отступает с начала 1980 года с огромной скоростью – почти 30 метров в день. Все эти процессы обусловлены тем, что край ледника долгое время упирался в подводную морену – слой камней, принесенный ледником. Долгое время морена служила своеобразной плотиной, а когда ледник отступил, хлынувшая вода ускорила его таяние. Ожидается, что таяние ледника замедлится следующие несколько десятилетий. А потом мы увидели китов. Эти морские гиганты плавно и бесшумно скользили по зеркальным водам фьорда. Горбатые киты – наиболее распространенный вид у побережья Аляски. Средняя длина их тела – около 15 метров, а средний вес – около 30 тонн. Обычно эти киты держатся близко к суше, что обуславливает их уязвимость. Длительное время они были объектом китобойного промысла, что сильно сократило их численность. В наши дни был принят мораторий на запрет коммерческого китобойного промысла почти большинством стран мира. На обратном пути в Валдес мы остановились у островов, которые оккупировали морские львы. Огромная колония лежебок встречала нас громкими возмущенными криками. Еще бы, мы потревожили их ленивую идиллию. Основная масса морских толстяков вальяжно раскинулась на берегу, греясь на солнышке. А молодые резвые особи играли в воде в морские догонялки. Неуклюжие, беспомощные на суше, в воде морские львы дадут фору любому. Скорость их плавания достигает иногда до 50 км в час. Морские львы часто предпочитают устраивать свои лежбища на удаленных от материка изолированных островах. Островная жизнь дает возможность им избегать нападения наземных хищников, да и доступ к морской кормушке ближе и легче. А еще морские львы очень хорошие ныряльщики. Максимальная зарегистрированная глубина их погружения больше, чем 400 метров.
Дельфины. Да. Вот они. Где? Как мы узнали позже, это были не дельфины, а морские свиньи. Они очень похожи на дельфинов, отличаются окраской и формой головы, у дельфинов длиннее нос. Морских свиней еще часто называют маленькими касатками из-за раскраса туловища, черной спины с яркими белыми боками и брюхом и белым пятном на кончике хвоста. Это одни из самых быстрых китообразных животных. Они могут развивать скорость около 35 миль в час, что приблизительно 55 км в час. Подобно дельфинам, они часто играют с кораблями на перегонки, как вот с нашим, доставляя удовольствие и себе, и туристам. Остаток пути в Валдес мы провели в молчаливом восхищении убегающими вдаль картинами северного ландшафта. И на мгновение меня пронзила мысль, ведь кто-то же живет среди этого великолепия и уже так привык, что красота этих широт стала чем-то обыденным и незаметным. Вот так, не ощущая часов, проведенных на круизном корабле, полные впечатлений, эмоций и отснятых видео, мы вернулись в Валдес, где по-прежнему кипела своя привычная жизнь небольшого рыбацкого городка. Мы сегодня были настоящими айскетчерами, то есть ловителями льда. Мы наснимали такое большущее количество футажа. Я получил такой неимоверный опыт съемки из корабля, которого до этого даже мечтать не мог. Как не хотелось нам покидать Валдес, но время отпуска поджимало. Это был первый город на побережье Аляски, который мы посетили. Хотелось увидеть и другие прибрежные города, поэтому мы направились к городу Сьюарт, который находился практически в 8 часах езды от Валдеса. Сьюарт – это также портовый город, расположенный в заливе на полуострове Кенай. Еще говорят, что Сьюарт – это ворота в национальный парк Кенай-Фьордс с ледниками, стекающими в воды фьорда, где привольно обитают киты, морские свиньи, каланы, тюлени и редкие виды птиц. И, конечно же, потрясенные увиденными картинами жизни морских обитателей в Валдесе, мы захотели снова окунуться и прочувствовать эту сказочную атмосферу северного края.
Когда уже стемнело, мы заметили лося, спокойно и медленно переходящего хайвей. Пришлось остановиться и пропустить лесного пешехода, да и фарами просигналить встречному транспорту, чтобы случайно не сбили этого таежного красавца. Всю первую половину следующего дня мы ехали через Чугач-Форест, национальный лес, который охватывает территорию площадью почти 28 тысяч квадратных километров. Чугач включает в себя обширные береговые линии, ледники, леса и реки, большая часть которых не затронута дорогами или тропами. Даже когда сквозь нависшие тучи пробивается солнце, высокая влажность воздуха остается неизменной, и поэтому на листьях и лепестках цветов яркими бриллиантами играют капли росы. Мы немного зависли, любуясь, как мохнатые лапы облаков медленно ползут по склонам гор. А потом снова отправились в путь, на встречу с еще одним приморским городом Аляски – Сьюардом. Одноименная скоростная дорога Сьюард просто фантастической красоты. Простирается она на 125 миль, это больше 200 километров, вдоль залива Торнгейн с одной стороны и гор Чугач с другой. Сказать, что здесь красиво, это ничего не сказать. Посмотрите сами, дух захватывает от переливов красок зеленых гор, изумрудных волн залива, плывущих по небу облаков и игры солнечных лучей, которые, прорываясь через плотный караван туч, создавали фантастическую картину, достойную кисти художника. Только художником была сама природа. Параллельно шоссейной дороге тянется железнодорожная линия, еще одна транспортная артерия Аляски. А еще вдоль шоссе очень много специальных съездов для туристов. Еще бы, через каждую пару-тройку миль так и тянет остановиться и любоваться природными пейзажами. И мы, конечно же, останавливались. А потом мы снова двигались вперед, наслаждаясь видами из окна нашей машины. Небо то сияло солнцем, то грозно хмурилось, пугая нас дождем. Чувствовалось, что в природе что-то затевается. Радуга! Радуга! Я тебе говорила, радуга! Вот так, любуясь природой на красивой дороге, мы незаметно добрались к Сьюарду. Сьюард встретил нас хмуро и неприветливо. Толстая попона облаков плотно накрыла и город, и горы, и залив. Но мы все же решили снова отправиться в плавание по местным фьордам, к ледникам. Слишком сильные впечатления остались от предыдущей поездки. Пошел мелкий противный дождик, а выдрам, взирающим на нас с воды, все было нипочем. У них кипела своя жизнь.
Несмотря на то, что тучи затянули небо и даже покрыли почти до половины склоны гор, виды вокруг завораживали и не переставали восхищать. Мы плыли по Resurrection Bay. Это залив или бухта Воскресения, которая получила название от Александра Баранова, русского предпринимателя, государственного деятеля и первого правителя русских поселенцев Северной Америки в далеком XVIII веке. Как рассказывает история, во время тяжелого шторма русская флотилия под командованием Баранова вынуждена была спасаться в этой бухте. Когда шторм утих, наступило пасхальное воскресенье. Так бухта и получила это название. Здесь мы впервые увидели белоголового орлана, высматривающего себе добычу, сидя на дереве. Кстати, эта могучая птица признана официальным символом США. Ее изображение встречается на гербе, денежных знаках и других государственных атрибутах. Ну и, конечно же, уже полюбившиеся нам встречи с китами. Они заплывали в бухту за косяками рыбы, и нужно внимательно наблюдать, когда из воды появится фонтан. Это признак того, что кит готовится всплыть на поверхность. В этом месте мы видели китов издалека, в основном их спины. Но и тем не менее, охота за тем, кто первый увидит фонтан, а потом спину кита, вводила в азарт не только детей, но и взрослых. Ну а дальше наше водное путешествие пролегало через Аялик-залив к одноименному леднику, одному из самых больших ледников возле города Сьюарт. На вертикальных скалах вдоль залива огромное поселение десятков тысяч разных птиц. Настоящий птичий базар. Совершенно нет ни одного уголка или уступа скалы, не занятого пернатыми обитателями. По официальным данным, на Аляске проживает 534 вида птиц, из них 55 видов считаются редкими. Здесь встречаются канадские гуси, белоголовые орланы, которых мы уже видели, чайки, гаги, бесподобно красивые тупики, которых мы тщетно пытались увидеть и заснять, и много других видов. Всех не перечесть. Рядом с птицами на островах мирно уживаются морские львы. Так и живут они вместе, стараясь перекричать друг друга. Почему горбатые киты выпрыгивают из воды? Ну, чтобы повеселить туристов, скажете вы. На этот счет существует множество теорий. Одна из них – киты таким образом избавляются от наросших на коже паразитов.
Другая гипотеза предполагает, что прыжки – это часть брачных ритуалов горбатых китов. В любом случае, это захватывающе красиво. А небо было по-прежнему плотно затянуто тучами, которые скрыли от нас солнце, и уже не было и речи о том, чтобы любоваться летним солнцестоянием. У самого ледника Аялик нас снова накрыл дождь. Холод пронизывал до костей, а сырость заползала в каждый уголок. Но виды этой белоснежной стены завораживали и не отпускали. Мы все стояли на палубе, любуясь переливами оттенков тысячелетнего льда. В высоту ледник достигает 500 футов, это 150 метров. В ширину 1,5 мили, 2,5 километра, а в длину тянется на 3,5 мили, это примерно 5,5 километров. В этом месте необычайно тихо. Лишь шум мотора, капель дождя и шепот восхищенных туристов нарушает тишину белого безмолвия. Ну а десертом нашей поездки обратно стали встречи с прыгающими китами. Они словно салютовали нам на прощание и весело махали плавниками свое морское «до свидания». Холод, ветер и сырость загоняли нас в теплое помещение, но жажда новых впечатлений и встреч с морскими обитателями снова гнала на скользкую палубу. И вот уже матросы начали подготовку к швартовке, значит, скоро прибудем в Сьорд. Кстати, этот маленький портовый город знаменит тем, что назван в честь бывшего госсекретаря США Уильяма Сьюарда, который организовал покупку Аляски у Российской империи в 1867 году. Вот так начиналась история Аляски в составе США. Маленький город Сьюард похож на все приморские города Аляски. Главная его составляющая – это огромный порт, где в тесном пространстве пришвартовано тысячи рыболовецких шхун, яликов, круизных корабликов. Что и понятно, основным источником заработка для всех местных жителей является либо рыболовство, либо туризм.
Как вы успели заметить, погода в Сьюарде нас не баловала. Мы мокли под дождем, замерзали у ледника. Ни один лучик солнца не мог пробить эту толщу облаков. Покидали город под проливным дождем. Но, несмотря на это, впечатления от поездки остались сказочно незабываемые. У нас в запасе оставался еще один город на побережье – Хомер. Может быть, там нам повезет с погодой. Но и как часто бывает в путешествиях, случаются непредвиденные остановки. Это произошло по дороге к городу Хомер возле Russian Creek, ручья под названием Русский. Мы обнаружили там огромное количество рыбаков, которые, стоя по пояс в воде, сосредоточенно ловили рыбу. Оказывается, здесь, как говорится, есть чего половить. Достаточно внушительный список популярных видов рыб. Нерка, кижуч, радужная форель и даже горбуша и лосось. Бывалые рыбаки рассказывали истории, когда к ручью приходили медведи и тоже ловили рыбу на обед. Самое интересное, что рыбалка происходила мирно. Медведи не обращали внимания на людей. Хомер. И я стою у самой кромки воды. Нас осталось всего 4 дня, но эти 4 дня мы хотим наколдовать, чтобы не было дождя, чтобы нам сопутствовала погода и чтобы мы сделали как можно больше еще совершенно замечательных снимков. Город Хомер находится в конце так называемого Серебряного хайвея на берегу залива Качимак. И назван он не в память о великом поэте древности Хомере, а в честь Гомера Пеннока, промоутера золотодобывающей компании, который в 1896 году прибыл в эти места для разведки и разработки золотоносных участков. Добыча золота не принесла ожидаемой прибыли, а название Хомер так и осталось навсегда. Примерно в то же время в этих местах были обнаружены залежи угля, поэтому здесь появились город, угольная шахта и железная дорога. Добыча угля продолжалась до Второй мировой войны. По оценкам ученых, в районе города Хомер до сих пор остаются запасы угля больше, чем 400 миллионов тонн. Но добыча угля на севере трудоемка, требует больших капиталовложений. Да и повсеместная тенденция к зеленой энергетике заставляет думать, что уголь в этих местах так и останется нетронутым. За мной Качимак-Бэй. А вот в сам Качимак-Бэй выходит длинная коса, длинная узкая коса. Ее очень хорошо сейчас видно с этого птичьего полета. И эта длинная коса образована ничем иным, как ледником. Это так называемый спит. Это узкая коса, выступающая в этот залив. Мы его называли Мареной. Марена – это то, что оставляет тающий ледник. Это то место, куда ледник упирался и приносил свой материал и складывал миллионами лет. Сейчас этот ледник ушел. Ну а вторая теория гласит, что коса Спит появилась в результате приливных волн и течений залива Кука и залива Качимак.
Поскольку Спит является изюминкой города Хомер, мы, естественно, решили все увидеть своими глазами и не только с высоты птичьего полета. Оказалось, что коса простирается в залив на 4,5 мили, это чуть больше 7 километров. В основном это место для туристов. Вдоль дороги сосредоточено огромное количество художественных галерей, магазинчиков с сувенирами местного производства, ресторанов, кафе. А вот это здание было построено самим Хомером в 1897 году, вскоре после основания города. Сейчас здесь находится очень популярный бар «Соленый дог». Ну и, конечно же, огромное количество пунктов, где продается свежепойманная рыба. Не обязательно ее покупать, можно просто сфотографироваться на память. Рыбная ловля является одним из самых популярных занятий в Хомере. Не зря его еще называют мировой столицей ловли палтуса. Многие любители рыболовли приезжают сюда из других штатов исключительно порыбачить в водах залива и домой везут не магнитики на холодильник, а ящики свежепойманной рыбы. В огромной гавани Хомер Боут Харбор сосредоточено бесконечное количество корабликов разного водоизмещения и направления деятельности, от круизных до рыбацких, а также глубоководные и мелководные доки, которые в летнее время обслуживают больше 1500 коммерческих и прогулочных судов. Но мы, естественно, ехали сюда не за рыбой, а смотреть и любоваться красотой северного края, узнавать его особенности, увидеть живую местную флору и фауну. А еще нам повезло с погодой в этот раз. Было облачно и сравнительно тепло. Пришло время прощаться с Хомером и ложиться на обратный путь в город Анкоридж, из которого началось наше удивительное путешествие по Аляске. Ну вот, как всегда бывает, когда куда-то спешишь, внезапно останавливаешься, как копанный, и сразу забываешь обо всем. Такие моменты всегда хочется говорить шепотом, чтобы не спугнуть этот миг прикосновения к дикой природе. Необыкновенная встреча с лосихой рядом с проезжей дорогой. Мы, затаив дыхание, долго наблюдали за ней издалека, а потом мы увидели миленьких маленьких лосят, ждущих маминого молока. Лоси Аляски – самый крупный подвид лосей в мире. Самец аляскинского лося может достигать более 2 метров холки и весит больше 600 килограмм. Размах его рогов достигает в среднем 1,5 метра. А вот самка чуть поменьше ростом. В холке где-то 1,80 м и весит примерно 500 килограмм. Чтобы прокормиться, лосям Аляски необходимо съедать примерно 32 килограмма растительной пищи ежедневно. Вот эту маму-лосиху мы и застали во время ее обеда.
Обычно лосиха приводит одного детеныша, но иногда на свет появляются близнецы, и нам посчастливилось увидеть именно такую лосиную семью. Лосята живут с матерью примерно год, ну а потом уходят, как говорится, в свободное плавание. В основном лоси живут в одиночку, изредка объединяются, когда начинается брачный период. В это время самцы устраивают настоящие рыцарские поединки. Лоси способны быстро бегать, развивая скорость до 60 км в час. А еще они хорошие пловцы и ныряльщики. Лось может находиться под водой примерно минуту. Несмотря на то, что снова пошел дождь, нам не хотелось уезжать. Мы любовались диким семейством, пока оно не скрылось в таежной глубине. После чудесной встречи с лосихой и ее детенышами снова в путь-дорогу. Погода вдруг наладилась. Видимо, небо решило подарить нам немного солнца в последние деньки путешествия. И пейзаж сразу заиграл красками. Дорога стала смотреться по-другому. Облака, плывущие над нами, придавали картинке особую динамичность и глубину. Мы направлялись к Анкориджу, конечной точке путешествия, где на середине пути притаился малюсенький, но особенный город Уитер. В чем же его особенность? Во-первых, этот город во время Второй мировой войны был секретным объектом под названием H-12, и он использовался исключительно для поддержки армии США и обеспечения более надежного снабжения железной дороги Аляски. Кстати, в то время в Уитере жили только военные. Ну, а вторая особенность города – то, как в него попасть. Существует только два способа – через туннель, пробитый в горе, либо через залив. Никаких других путей просто нет. Ну что ж, поехали посмотрим на это таинственное место вблизи. Показался первый туннель. Да это просто прелюдия к настоящему, к тому, куда мы направляемся. Вот за той большой горой со снежной шапкой притаился секретный город Уитер. Для начала за проезд по туннелю имени Антона Андерса нужно заплатить, ну а потом немного подождать в очереди, пока не проедет транспорт. Все дело в том, что этот туннель имеет одностороннее движение, но его особенность такова, что по нему ходят и поезда, и автомобили. Кстати, Антон Андерсон был главным гражданским инженером армии США и руководил строительством и проектированием туннеля Уитер. При его участии также построено много плотин, мостов и железных дорог Аляски. Андерсона так и прозвали «Мистер Железная дорога». Туннель Уитера назван в честь Антона Андерсона за заслуги по развитию и обустройству штата Аляски. Сначала мы пропустили поезд, затем вереницу автомобилей. Ну, а теперь наш черед. Сразу же после въезда поражает высота потолка. Не забываем, что туннель строили в 40-х годах во время Второй мировой.
То есть ему уже много лет, и он функционален, настоящий шедевр инженерного искусства. Длина туннеля 4100 метров, высота почти 7 метров. Это самый длинный комбинированный туннель в Северной Америке. Сначала по нему ходили только поезда, но со временем здесь провели реконструкцию, что открыло дорогу для автомобильного туризма. Как получилось, что именно здесь построили туннель и город? Зачем? История Уитера гласит: после того, как японцы разбомбили Перл-Харбор в 1941 году, армия США начала искать место строительства секретной военной базы. Предполагаемая база должна была представлять собой незамерзающий и абсолютно недоступный порт. И именно Уитер идеально подошел всем требованиям. Интерьер туннеля представляет собой открытую скалу и содержит несколько так называемых убежищ, представляющих собой небольшие здания, которые используются в случае сильных землетрясений, пожаров и других чрезвычайных ситуаций. А для обеспечения качества воздуха по всему туннелю используется комбинация портальных и реверсивных вентиляторов. И вот мы вырвались на волю из темных казематов туннеля. Что сказать, Уитер раскинулся в очень живописном месте. С одной стороны его обнимают высокие горы, а с другой омывают воды залива Пассаж-канал. Уитер очень маленький город, совсем малюсенький, такое ощущение, что здесь нет улиц, ну может быть 2, максимум 3. По последней переписи населения здесь проживает всего 272 человека, и все это население живет вот в этом большом доме, вернее это целый комплекс с магазинами, ландроматами, поликлиникой и даже небольшой церквушкой на первом этаже. За это город получил прозвище «Города под одной крышей». Вся основная жизнь Уитера сосредоточена на берегу залива и в порту. Вот тут-то и кипит жизнь. Центральная улица, примыкающая к берегу, плотно утыкана магазинчиками сувениров, пунктами проката катеров и лодок и экскурсионными агентствами. По сравнению с городом величиной с один дом, порт Уитера приличных размеров, а глубина бухты в некоторых местах достигает 400 метров, что позволяет принимать здесь большие круизные суда. Достаточно места здесь и для промысловых рыболовецких суден, частных катеров и местных круизных корабликов. Основной вид деятельности жителей города – это, естественно, рыбная ловля. Как говорится, и стар, и млад, и женщины наравне с мужчинами. Воды залива просто кишат разными видами рыб, как лосось, нерка, кита, горбуша, форель, палтус, морской окунь и многими другими не менее известными и вкусными видами рыб. Оказывается, почти вся эта рыба через соленые воды залива мигрирует в реки на нерест. Именно поэтому в начале июня и до конца августа здесь наблюдается большой наплыв туристов. Да еще и летнее солнцестояние, не забывайте. Дни удлиняются, ночи светлые, полное раздолье для круглосуточной активности. Хочешь рыбу лови, хочешь любуйся природой во всей ее красе.
Территория Аляски находится в зоне сейсмической активности. В 1964 году здесь произошло жуткое землетрясение. 8,4 балла по шкале Рихтера. Это серое заброшенное здание, как напоминание той страшной трагедии. 1,5 дня мы провели в этом крохотном, но очень ярком и колоритном городе Уитер, который, кстати, назван в честь поэта 19 столетия Джона Гринлифа Уитера. Ну а нам время двигаться дальше. Совсем недалеко от Уитера находится озеро Портедж с одноименным ледником. Кстати, город Портедж существовал здесь вплоть до 1964 года, когда его разрушило землетрясение почти 9 баллов. Город теперь имеет статус привидения, а озеро и ледник являются туристическими достопримечательностями. Вот на этом круизном кораблике мы решили прокататься в последний в этом путешествии круиз к леднику. Об этом озере стало известно в 1914 году, когда ледник стал активно таять и отступать. В наши дни здесь образовалось большущее озеро шириной 1,5, а в длину оно достигает 5 километров. Виды вокруг завораживают. Снежные шапки вершин контрастируют с зелеными склонами гор, по которым струятся невообразимо красивые хрустальные водопады. А цвет ледника играет на солнце непривычными оттенками синего и голубого. И зимой и летом здесь много туристов. Зимой приезжие местные любители экстрима катаются на коньках и лыжах, хотя это небезопасно из-за схода лавин и движения льдин. А летом, когда озеро очищается ото льда, катание на лодках и каноэ. Кстати, вода в озере очень холодная даже в летнее время. Нужно быть очень осторожным, чтобы не оказаться в открытой воде. Кстати, слово «портедж» в переводе означает «тянуть волоком». В далекие времена в этих краях грузы тащили волоком по заснеженным тропам. Так и закрепилось это название за городом, озером и ледником. Время на кораблике пролетело незаметно, и наша поездка по озеру подошла к концу. И вот наш путь теперь лежит к пункту, с которого начиналось путешествие, к городу Анкоридж. Две недели назад, спустившись с трапа самолета, мы с вожделением ждали встречи с неведомым северным краем, о котором знали лишь по книгам и фильмам. И вот мы возвращаемся в исходную точку. Полные впечатлений, фото и видеоматериалов, памятных встреч и незабываемых ощущений. Время пролетело как одно мгновение. Остались последние мили прекрасного живописного хайвея, где можно еще раз насладиться такой суровой и неповторимой красотой Аляски.
Анкоридж нас встречал ярким убранством и праздничной суетой. Буквально накануне отлета в Нью-Йорк мы попали на парад в честь Дня независимости США. Еще этот праздник называют просто 4th of July. Было весело, задорно, потешно и просто замечательно. Мы увидели парад антикварных машин, смешных клоунов, серьезных курсантов, колонну местных байкеров на мощных Харлеях и даже пританцовывающих женщин, одетых в сарафаны и вышиванки. Ну и, конечно же, мисс Аляска, победительница разных годов. Ну как же без красивых женщин на празднике? А еще стали свидетелями соревнования между пожарниками. В полном облачении, в форме, с кислородным баллоном на спине им необходимо было проделать весь процесс тушения пожара и спасения пострадавшего. Конечно же, понарошку. Но вот что самое интересное. Победила женщина. Среди накачанных мужчин в соревновании приняла участие изящная женщина. И она победила, всех спасла, как говорится, и потушила пожар. По-моему, даже не вспотела после всех перипетий. А потом были гуляния и аттракционы. Оркестр играл и танцевали местные детки. Над городом плыли песни, и долго не затихала музыка. И природа нам подарила на прощание самый красивый закат.